этом видео готовлю невероятно ароматные шведские рождественские булочки. Это пышные праздничные булочки с шафраном на сдобном тесте. Чем можно заменить шафран, как хорошо замесить тесто, чтобы булочки были очень пышными и упругими. В видео я специально изомну их бессовестно. И как лучше работать со сдобным тестом, чтобы оно вело себя стабильно. Обо всем этом расскажу. Привет, дорогие друзья, меня зовут Галина Артеменко. Хотелось мне в этом году затронуть и тему какой-нибудь традиционной рождественской выпечки. Рецептов самых знаменитых и популярных экспонатов у меня уже достаточно, и в этом году мне захотелось расширить географию, и я вам предлагаю попутешествовать в Швецию и приготовить их традиционные шведские рождественские булочки. Эти булочки традиционно готовятся на День Святой Люсии, этот праздник отмечается 13 декабря. И у него есть очень много историй о том, как он произошел, что он символизирует, с этим можно разбираться, я прочитала огромное количество статей в попытке найти вот что самое-самое. Но по сути самое главное для нас с вами это то, что этими булочками ознаменовывалось начало всех рождественских подготовок и всех рождественских праздников. Поэтому это отличный повод себя настроить и уже испечь их сегодня. Раз я уже упомянула о рецептах, которые у меня есть, я напомню, что у меня есть и ароматнейший масляный штолен, нежнейший творожный штолен и классический английский рождественский кекс, который готовится с обилием сухофруктов, с пропитыванием, с вот этими всеми игрищами, которые создают настоящую рождественскую магию. Ссылки на все эти рецепты я оставлю в описании под этим видео. Ну а сейчас поехали готовить. Список ингредиентов к рецепту я, как обычно, разместила в описании под роликом. Для работы со сдобным тестом я выбираю свежие дрожжи Духмяна хата. Это особые осмотолерантные дрожжи. Они прекрасно подходят для работы с любым дрожжевым тестом, но особенно круто проявляют себя в работе со сдобным, то есть тяжелым тестом. Тесто ведет себя стабильно, и поэтому с ними легко работать даже тем, кто неуверенно чувствует себя с дрожжевым тестом. Начинаю с подготовки шафрана. Его нужно, так сказать, активизировать, чтобы аромат раскрылся максимально. Отправляю его в ступку с чайной ложкой сахара из общего объема и растираю до состояния порошка. Сахар будет работать как помощник, своеобразный абразив. Я использую настоящий шафран. Все-таки булочки праздничные, и именно эта специя тут и привносит праздничное настроение. Но если доступа у вас к нему нет, используйте для подкрашивания теста шафран эмеретинский, бархатцы или куркуму. Да, такого аромата у теста, как с настоящим шафраном, не будет, но булочки будут вкусными все равно. Теперь активизирую аромат шафрана. Я отлила половину молока от общего объема и отправляю в него растертый с сахаром шафран. Прогреваю в микроволновке до кипения. Можно прогреть и просто на плите. Выливаю горячее ароматное молоко в большую миску. К нему вливаю оставшуюся холодную половину молока. Таким образом, мне не нужно ждать остывания всей смеси, и я сразу приступаю к приготовлению опары. Молоко сейчас теплое, не горячее, отлично. Крошу в молоко с шафраном дрожжи Духмяна хата. Эти дрожжи упакованы в особую дышащую упаковку, благодаря ей сохраняется активность дрожжей. Перемешиваю молоко с дрожжами, чтобы дрожжи растворились. Теперь всыпаю 100 граммов из общего объема муки и перемешиваю смесь до однородности. Накрываю опару пленкой и оставляю на 20 минут. Что классно в контексте рождественской выпечки, эти булочки готовятся очень просто и быстро. Если сравнивать их со штоленом, с рождественским кексом, который нужно готовить заблаговременно, выдерживать, вымачивать и вот это вот все, что конечно же прекрасно, но кто-то мог эти сроки пропустить. И вот как раз таки в этих булочках прекрасно то, что можно их приготовить прям непосредственно в тот день, когда вы этого захотите, сразу им насладиться и сразу получить удовольствие и порцию рождественского настроения. Посмотрите, какой пышной стала опара. Перемешиваю ее, отправляю оставшийся сахар, соль, вбиваю яйцо. Перемешиваю. Всыпаю в тесто муку, сперва вымешиваю его ложкой, чтобы вся мука была увлажнена. Тесто не будет тугим, и благодаря этому булочки будут нежными и воздушными. Накрываю перемешанное тесто пленкой и оставляю на 15-20 минут для автолиза. Этот прием сократит время замеса теста дальше.
Перекладываю тесто в хлебопечь, я буду замешивать в ней, но замесить тесто можно и вручную, и при помощи миксера с насадками-крюками, и при помощи планетарного миксера. Делайте так, как вам удобнее. Через пару минут с начала замеса я добавляю в тесто треть размягченного сливочного масла и жду, пока тесто вберет его полностью. Затем добавляю еще треть. После распределения и этой порции масла добавляю последнюю треть масла. Такой метод добавления масла делает мякиш невероятно нежным и слегка волокнистым. Детально про разницу я писала на своем сайте. Кому интересно узнать подробности, переходите по ссылке на публикацию, которую я оставила в описании. Сразу тесто не хочет брать масло, но затем становится все нежнее и нежнее. Когда все масло разойдется и тесто станет гладким, замес окончен. В моей хлебопечи с ее не очень интенсивной скоростью это заняло 16 минут. Подформовываю тесто в шар и укладываю в миску для брожения. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на 60-80 минут или до увеличения в объеме в 2-2,5 раза. Тесто прекрасно подошло. Обминаю его, чтобы выпустить отработанный газ. Мне особенно нравится, что благодаря активности дрожжей духмяна хата их можно использовать на 15% меньше, чем обычных дрожжей. Делю тесто на 12 порций. Можно сделать это на глаз, а мне удобнее использовать весы. Каждый кусочек теста подформовываю в шар. Приступаю к формовке шведских булочек. Они имеют традиционную форму латинской буквы «С» с двумя изюминками, и ее еще называют поросячьим рыльцем. Из теста я выкатываю полоску длиной около 20 см. Заворачиваю тесто с обоих краев по направлению к центру. На видео все прекрасно видно и понятно, формовка очень простая. Переношу заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываю противень пищевой пленкой и оставляю на 30-40 минут для расстойки. Я установила на противень небольшие рюмочки, чтобы булочки свободно росли, и пленка их не касалась. Этим временем я разогрела духовку до 200 градусов. Распухшие булочки я смазываю взболтанным яйцом и дополняю изюминками. Выпекаю булочки при 200 градусах в течение 18-20 минут до румяности и распространению сумасшедших ароматов по дому. Эти шведские булочки получаются очень нежными, воздушными и пышными. Тесто выбродило хорошо и булочки совершенно не клеклые и упругие. Оцените цвет и текстуру. Вот так сильно я сжимаю булочку, и она восстанавливает свой объем и форму. Потрясающе! Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео. В комментариях поделитесь, какая из рождественской выпечки вам наиболее близка, что вы чаще всего готовите, что повторяете, возможно, любите дарить своим близким в качестве подарка. Меня зовут Галина Артеменко. Если с вами мы встречаемся впервые, это канал «Жизнь вкусная». У меня только самые вкусные рецепты, так что не забывайте подписаться и нажимайте на колокольчик, чтобы эти самые вкусные рецепты не пропустить.